14 год добропад. Всех убил. Заломился в УВД и начал там гасить всех без разбора. Мне пришлось по ходу дела, когда мы выбегали, раздеваться вот так на ходу нормально. Сходил за премией. Ну а что понимаешь, война началась, что тут понимать. Кем ты был до войны, какой военный бэкграунд? Военный? Ну, что военный бэкграунд, смотри, я, получается, 2010 год. Я такой думаю, что делать? Мне говорят, иди на завод работай, Мариуполь. Что у нас тут, завод? Типа, либо ты работаешь на заводе, либо ты работаешь в структурах, либо ты бомж, ну, типа, ничего не делаешь. Я такой думаю, надо в армию сходить, что, мне тогда 17 лет было. Думаю, надо сходить в армию. Повестки не приходят, ничего, думаю, сейчас как загребут, что я потом буду говорить. Прихожу в военкомат, говорю, надо в армию сходить. Они такие, что ты, кто ты, туда-сюда. Я отдал свои данные. Она мне говорит в военкомате, да, хорошо, в понедельник с вещами. Я говорю, мне 17 лет. Говорит, ну ничего, в армии 18 исполнится. Да, вперед. Я такой, ну хорошо. Приезжаю я, тогда же был Донецк, типа распределительный пункт этот ужасный, знаешь, там типа какой-то, как зона, знаешь, огороженная, СИЗО какой-то с колючей проволокой, там врачи и нары, и все, и ты туда приезжаешь, тебе говорят там туда-сюда, посмотрят медики, все эти, знаешь, там молодежь там вся бегает там без одежды, чисто на голом торсе, там вот это медики смотрят, все пытаются косить, там притворяться, что он там не может, не хочет, там такое. Да я что-то пришел, там посидел, врачей прошел, и, короче, неделю я жил на этом распределительном, никто не забирал. Там же приезжают с частей представители, набираются, набирают. Все, а я неделю там то на улице спал, мест не было, то на нарах на этих, где там холодно. Потом под конец недели приехал автобус, говорит, а я такой был мелкий, типа 50 килограмм, знаешь, там метр с кепкой. Приехал, типа, говорит, так, вот, а вот эти что в углу? А мы там в углу тусовались, кучка вот этих, знаешь, одиноких будущих военных, которые там не знали, что делать. И говорит, все, вы в ВДВ идете служить. Как ударил я и ВДВ. Для меня сразу ВДВ, там, знаешь, фильм там в зоне особого внимания, высадки там какие-то. Высадки, парашюты. Да, парашюты, там техника, стрельба какая-то. Говорю, да не, а мне можно туда декрасить? Типа, ну, я там потусуюсь годик и все. Они говорят, да не, уже все места, где красить, разобрали, давай, вот ВДВ. Говорю, ну хорошо, ну все, вот так вот я типа приехал в ВДВ, посмотрел на этих людей, срочников других, ужаснулся, все здоровые такие, там тренированные, все там бегают, что-то, и тут я такой, типа, что это? Ну и понеслось, там КМБ это лютая, там от заправления кровати до там рукопашный бой на 12 счетов, там, я там, ну, на самом деле тогда оно работало, знаешь, мы вот это учили все, и я такой, когда дембель у меня случился, я думал, что я просто машина, убийца просто такой же, сейчас одним ВДВ, там все, это ж промывали, там, серьезно. А потом что-то я вот так вот ушел со срочки, пришел на гражданку, кризис. Заводы толком не работают, а я до срочки на заводе работал уже, там пытался. Кризис, заводы не работают, денег нигде нету. Это 12-й год был, да? 11-й, да, и год прослужил, да. Потусил и подписал контракт типа в местную часть там, в Мариуполе. Там было одно время, типа, что-то непонятное, вроде как и погранцы, а вроде и нет, знаешь, ну такое. Ну, контракт, что там 700, от 750 гривен до 1200 зарплата была. В месяц? Да, это просто мечта, предел мечтаний, знаешь, типа, ты военный. А в среднем тогда люди сколько зарабатывали в Мариуполе? Ну, я не знаю, в среднем, наверное, хорошая зарплата на 2012 год была там 3-4 тысячи. Ну, это вот можно было заработать, в принципе, там не надрывая спину, знаешь, типа, что-то там люди работают. Ну, на заводах точно можно было где-то заработать. Так а что ты обратно пошел в структуру? Ну, там началось же, чтобы вот на заводе такую зарплату зарабатывать, надо там стаж, надо там квалификацию, еще что-то. А я что, с армии пошел? Ну, знаешь, когда с армии сюда уходишь, тянет обратно в армию. Ты вроде как привык, ты там все знаешь. Тебе кажется, что вот это ты там... А на гражданку ты приходишь, у тебя там начинаются, иди работай, плати коммунальные, да, ищи там то, решай то, там какие-то эти. А там все просто, типа, ну, как бы это... Потом чуть позже уже как там дело шло, так скажем, к 2014 году, я служил в другом месте, уже таком посерьезней.
Это была госслужба, это уже была не армия. То есть, ну, тоже контракт, все, но только уже государственный. Типа. И потом, когда... Ну, короче, в общем, я встретил 2014 год в лице русских солдат, ну, назовем их так, конечно, в Мариуполе, когда они штурмовали здание райотдела центрального. Да, я помню это видео. Да, и вот, собственно, мы были внутри этого отдела, когда они там штурмили, и я тогда как бы... Ну, там вообще была неразбериха такая, на самом деле, я как от себя, от вида, знаешь, обычного рядового там чувака в эти легенды не лезу, кто там, что, зачем там. Типа, ну я просто спускался попить кофе и встретил вот типа, который был полностью одетый во всю русскую эту снарягу, собор, шлем такой, знаешь, 5-сантиметровое стекло, винторез. А я думал, это же 9 мая такой, типа, маскарад какой-то, знаешь, типа, что это. То есть ни предпосылок, ничего, типа, ну, никаких не было до этого, что они вот просто вот добрый не, ну день? там потом я уже, ну это опять-таки со слов, там я же пытался узнать, как они, что вообще началось и почему вот эта стрельба, там потом наши как бы военные прикатили, началась там рубила. Вроде как эти чуваки там просочились в город, чтобы забрать своего какого-то ФСБшника крутого, которого повязали на митингах, на вот этих там Россия, там русская весна, там вот это все. Оно же все подкатывалось, Донецк это все, соответственно, захватило, а потом такие Мариуполь. Мариуполь нужен, хороший город, интересный для них был. Порт. Плюс порт, да, порт, Азовское море, проходняк на Крым дорога, все у них там им нравилось. И они на него тогда, типа, я так подозреваю, что, ну, не подозреваю, это факт, что у них был на него план. И вот эти ж митинги все, они вот так подкатывались к городу, подкатывались, уже когда в Донецке там райадминистрация была взята, СБУ было, вот это все. И в Мариуполе ж начинали расшатывать вот это. Они расшатывали, оно не шаталось. Вроде как и собирались там, но большинство людей, заводчане у нас такие, нахрен, мы на завод работать, какие митинги вообще, у меня там смена, ничего нет. А все, это 70% города, знаешь. Типа остальные там 10%, которые выходили, ну что. А тут как раз вот это 9 мая, ну все началось движуха, там вот это, а перед ним была серия, типа, полиция, ну в то время милиция, они брали вот эти на митингах всяких там заводил. И, видать, где-то вот из них засветился. Вот этот был ФСБ. Ну, про него не знали, что он. Его взяли и взяли. Консерва. Ну, да, типа. А эти, видать, как-то, что нет над ним связи. И вот этот отряд свой выслали. Отряд, значит, приехал, заломился вот туда, вот это, в УВД, и начал там гасить всех без разбора. Типа, ну, просто, ну, я только услышал, типа, что стреляют уже внизу. Ну, я тогда спустился за кофе, он на меня смотрит, а я на него смотрю. Так а ты принимал участие в этой Да какой принимал, что я тогда такой принимальчик с меня был, знаешь, я вот это увидел, думал сначала маскарад, ну типа такое на картинках, знаешь, только можно было увидеть где-то там. А тут я ж немного запешил, потом когда, ну я был тогда с товарищем, он меня сзади одернул за рубашку, типа, что-то тут типа не этот. Ну и нам вслед начали так планомерно наваливать с этого винтореза, я услышал, как по стене только очередь, типа. Ну, то есть никто никого там не спрашивал, где он, что просто сразу же гасить. Просто, да. Это я потом уже узнал, что дежурку они размотали полностью. Я не знаю как, там хотя бронированные стекла стояли, там все. Дежурку размотали, ну и куча народу. Они тогда именно из милиции много положили. Там были даже краем как-то снято, я не знаю, убрали, не убрали с ютуба, было типа видео, как они на колени ставили, там типа чуваков и валили их типа во дворе. А чем это все для них закончилось? Ну, насколько я знаю, как мне сказали, там, что они все там и остались. Типа тогда ж потом подлетели пацаны, вот этот... группы будущие добробаты, так скажем. И плюс там еще на БТР подлетели сбройные силы, которые на окраине города стояли. Ну, уже тогда, ну, многие догадывались, особенно военные, что может что-то такие будет. И они вот подлетели, они это все как бы прекратили, так скажем, стрельбой, и все, они там эту группу русских, типа, они их уничтожили в здании в этом. Как бы, ну, соответственно, оно загорелось, здание старое, там оно горело, может быть, я не знаю, каких, ну, там, годов 30-х, наверное, типа. Вот это. И вот я убежал, типа, ну, как бы, вот это, когда стрельба началась, я просто выбежал, я говорю, а что будем делать? А друг меня говорит, а что мы с тобой сделаем вдвоем? Ну, что? Ну, ничего, ну, типа, логично подумать. Мы взяли там сотрудниц каких-то девушек, которые там перепуганные сидели. А даже в окно выглядываешь, стрельба, везде стрельба, никто ничего не поймет. Ну, и мы как бы сбежали там через другие там черные хода, там, кто знал, как бы выбежали, все. И потом нас собирает начальник на то время, там через несколько дней, и говорит,
Короче, вообще задача была, кроме вот этих, типа, спецназовцев русских, кроме вас, еще кроме вот этого чувака, ликвидировать всех проукраински настроенных, типа, сотрудников. Подожди. Они ФСБшника пришли не вытягивать, спасать, Всех а ликвидировать? Убить. Всех убить. Типа, ничего не этот. Информация. Они боялись, что он какую-то информацию под прессом даст. Да, всех убить. Ну, то есть там не было кого-то и уехать, соответственно. Я так говорю. Потом я видел, нашли их, этот микроавтобус, он там во дворе стоял, его спалили. Ну, то есть они сами же его подожгли. Ну, вроде, если никто не выжил, тут я уже, знаешь, типа только на каких-то там рассказах, догадках что-то знаю. Ну, знаю, что из них никто там, ну, то есть подтверждено, что они все были, типа, уничтожены. Так, подожди, если они залетели в управу, начали всех сразу же стрелять, как они договаривались? Все, это было 9 мая, и нам тогда сказали прийти в парадной форме. Типа, понял, за премией в 1000 гривен. Офигеть. И мы такие на парадке. Я думаю, а премию дали? Нет. Я бы сказал, что дали, но, знаешь, типа тоже такое. Ну, это, что мне пришлось по ходу дела, когда мы выбегали, раздеваться вот так на ходу, знаешь, чтобы, типа, потому что я как-то пробегаю, а там тип валяется. Все. Ну, тоже в парадной форме, понял. Я такой думаю, ну, нормально. Сходил за премией, походу я сейчас такой же буду. И все, я там, короче, полуголый, знаешь, в кроссовках по улице там. Ну, митинги тогда особо внимания никто не обращал, как бы, на этот движух, а я, типа, свалил. Ну, и все, нам потом говорят, что вот так вот, типа, что будете делать? Я говорю, я пишу на увольнение, рапорт, и пойду в добровольческое, типа, подразделение. Меня там уговаривали, типа, ты ж понимаешь, туда-сюда, там, я говорю, ну, а что понимаешь, война началась уже, что тут уже понимать? Как бы я новости смотрю, что уже все. Написал рапорт на увольнение, и через неделю я уже был в составе там одного добровольческого подразделения. Знаешь, в составе ты никого не знаешь, тебя никто не знает, и все друг друга не знают, все такие, типа, что? 14-й год, Мариуполь, как там цивильное население, люди вообще были настроены? Тогда люди были настроены, знаешь, вот как я говорю, у нас очень большая, я называю это каста, знаешь, заводчан, вот которым, типа, было все равно. Главное, чтобы ничего не случилось с заводом, с зарплатами. Было где работать. Да, было где работать, потому что кредиты вот эти все у людей, как бы, все сидели, то есть среднестатистическому гражданину, ну, типа, мужику, там, 30-летнему, да, мариупольцу на то время, ему не интересно было, там, кто, за кого, что. Ему надо было прийти с графика 4/5, это очень ужасный график, похавать, посмотреть телек, лечь спать, потому что в 4 утра надо было на завод идти. Какие митинги, ну, то есть, какое шо. Другая там была молодежь, конечно, которая вот поддалась на вот эту пропаганду. Плюс, знаешь, типа сам по себе Мариуполь, он очень много... Допустим, моя бабушка мне в детстве рассказывала про злых бандеров и про то, что там злые бандеры что-то там с кем-то там делали. Но я там был, когда был мелкий, мне просто это была страшилка. Когда я стал более юн, мне как-то сразу эта легенда не зашла. Вот, ну, я не знаю, что. Вот она мне рассказывала про это, я такой, блин, ну что-то тут не то, надо почитать. Ну, надо почитать, ну как это так, типа, почему, я же смотрю, где я живу, знаешь, типа в Донецкой, тут ничего ни с кем такого вроде не делали. Ну, за мою жизнь, знаешь, я ничего такого не видел, притеснения там каких-то людей из Западной Украины. А почему там тогда так? Надо разобраться. Я вот так как-то разбирался, и потом разобрался, что все нормально, никаких злых бандер, знаешь, там все норм. А на вот этих легендах много выросли таких, кто не захотел разбираться. И вот он для них злые бандеры, это вот прям все. Они, этот молодняк, они не хотели разбираться и боялись злых бандер? Или они просто за каким-то лучшим будущим гнались? Вот это все, оно вместе работало, знаешь. То, что они не хотели разбираться, это раз. Во-вторых, слабо характерная молодежь, знаешь, которая вот пивасик, там вот эти все дела, знаешь. То есть никакого спорта в жизни, ничего нет. Тут попить где-то, побухать, что-то там сделать. И все, что туда смотрели российские каналы. Знаешь. Ну, были, конечно, у нас ловили и те, но в основном и всегда было, что вот Россия. Много же приезжих, это ж море. Одно время, вот я когда был мелкий, в Мариуполь приезжали там с Москвы отдыхать на море, знаешь. И они казались в Мариуполе такими богатыми просто, что он приезжает, и он вот так, знаешь, и они хотели так же. И все такие, ничего себе, вот это там денег куча, и всех в Москва, там вот это все, там туда-сюда. Ну и все, когда это все начало нагнетаться, я видел очень много молодых, знаешь, вот в Мариуполе, кто пошли вот это вот там тетуханами, там вот этими всеми на баррикадах на этих там стояли, типа, ну такое. Причем самое интересное, что все друг друга знали, и когда вот это, знаешь, там час чена стал, типа, в принципе, все уже знали, кто это поддержит. А были твои знакомые, которые переобулись? Лучший друг мой, да. Лучший друг, я с ним, получается,
дружил с детства, там чуть ли не со школы, знаешь. Мы учились в одной бурсе, в одной группе. Все там прям нормально. На срочную службу ушли там с разницей в неделю, а пришли в один день на дембель. Ну, а потом он, вот это когда все началось, он типа не был на связи. Да я особо тогда некогда был. А потом, когда я начал заходить, он мне там начал написывать, что вот, из-за тебя, ну такая, знаешь, классическая пропаганда, из-за тебя мне пришлось уехать, я не увижу свой родной Мариуполь, там туда-сюда, вот это все. Потом он мне начал написывать, типа, из разряда, типа, увидимся, типа, по ту сторону прицела, там вот эта вся фигня. Ну, не знаю, видел я Он его. так или он пошел за Россию воевать? Потом я уже узнал, это вот уже буквально сравнительно недавно было, что он прошел отбор, не отбор, какую-то подготовку в Донецке или где-то их там готовили. Их отправили куда-то под замес, и он дезертировал оттуда в Беларусь, понял. Хорошо, 14-й год, Добробат. Ой, 14-й год, Добробат. Было интересно, я могу сказать, я был в шоке со всего. Знаешь, никто, ну, я там в армии служил на срочке, знаешь, у меня там было какое-то, как-никак, я могу сказать, за срочную службу, в 25-ке я служил в ВДВ бригаде, ну, сейчас это же ДШВ. Там подготовка тогда неслась у срочников такая, что только лучше себе представить. Тебе давали стрелять 3 раза в неделю. Я там совершил прыжок с парашютом в срочной службе. Ничего То есть, себе. как бы, у нас там постоянно тактика какая-то, лес, там эта часть рисунка, лес, постоянно что-то там делать, что-то нас там гоняют, где-то что-то, какие-то укладки. И когда вот 14-й год Добробат начал, я так умел там с оружием, знаешь. Ну, я всегда интересовался оружием. Опять же таки, что касается пропаганды, даже сюда вот я там рос, да, там в Мариуполе, и вот из таких, ты не мог ничего найти, интернета толком не было. Все, что продавались, это там про русское вооружение, знаешь, какое русское вооружение крутое. Если там кто-то рассказывал, там сосед афганец пьяный, что вот Россия там классно, ну и вот эти вот все, ну, интересовался, и все упиралось в том, что там русское вооружение круче, знаешь. Не было понятия тогда почему-то, что вот у нас там, ну, типа мы отдельно, знаешь, сложно было найти кого-то, кто, или там видео какое-то найти. Потом, когда уже интернет появился, понятное дело, можно было, типа, отфильтровать. А так, типа, до этого, ну, оно как-то так странно было. И в 2014 году мне дали автомат АКСУ, 2 магазина и камуфляж на 5 размеров больше. И то он, походу, его привезли с каких-то, знаешь, вот этих пейнтбольных тиров. Типа вот так мешок тип достает, так кидает мне, а он еще в краске в этой, я говорю, что это? Он так, ну, бери. Я одел, он такой, знаешь, пончик, типа, и скотчем замотался, типа, так. Поначалу занимались абсолютно ничем, никто не знал, куда нас приткнуть, знаешь, типа мы там что-то где-то охраняли, что-то где-то стояли, там охраняли всякие... Но это все было в Мариуполе? Да. В Мариуполе. Поначалу охраняли там вот эти всякие подстанции, электростанции, там еще что-то. Потом нас начали задействовать, вывозить уже за город. Туда, те позиции, там еще что-то. Потом ряд операций там было, мы где на помощь у нас, типа, как это сказать? Ну, короче, мы приезжали на помощь, там, вывозить раненых, вот эта эвакуация. А потом моя группа начала попадать, нас начали отправлять в замесы, где приходилось стреляться. Вот эти под артиллерию, типа лицом, и вот эти все дела. Я так понял, что военное дело это, конечно, надо знать, потому что вот на грубом энтузиазме и знаниях каких-то срочных, знаешь, типа ты далеко не уедешь. Тут еще мы попали на зачистку там одного района в Мариуполе, где эти бегали, дураки себе. И мы вот так, типа, ну, голые, грубо говоря, с ними стрелялись. Что-то там, это вот просто счастье такое и случай, что никого из нас даже не до 3 схватило. Просто там поперестрелялись там туда-сюда. Мы их, ну как, мы удерживали там место, чтобы они не выбегали, а район зачищали уже, типа, определенные силы с нас. А наш периметр охраны был, чтобы никто не вылез. Типа. Вот мы вот так вот как бы встречали все это. Потом началось уже веселье, там и под Широкино отправляли, и вот эти все дела там. И под ДАП еще там были всякие поездки. А кто-то занимался вообще вашей подготовкой? Или это все какой-то вольный энтузиазм, литература и все? Тогда вот на тот момент я как срочник там служивший мог рассказать что-то вот этим. Но не было, знаешь,
стойка советская, не было там никаких стоек нормальных, как люди нормально стреляют. Это все локоть, вот эта стрельба с локтя, каска советская, вот эта броня для слабаков, РПС-ку одел, типа, или лифчик, и погнал. Типа, люди говорят, бронежилет надо одевать. Ну зачем? Типа, ну, мы и так нормально, ну знаешь. А потом, когда увидел первого 200-го, думаешь, то, наверное, надо бронежилет где-то себе пробить, там, знаешь, или там пацанов начали привозить там без рук, без ног. А Збройні сили чем занимались? Ну, если активно применяли вас, как добровольцев. Да там, знаешь, когда вот это все началось, Збройні силы ж тоже не были неукомплектованные. Оно что как-то к этому, к 2014 году планомерно все шло так, что вот, допустим, в Мариуполе, я знаю, когда я был малой, ну, типа, мелкий, ну, вот, я не знаю, 2005-х, было аж 4 ППД воинских. У нас был вертолетный ударный полк в Мариуполе, была какая-то база спецназа, мех какое-то там подразделение, и я не помню, то ли ВСП, то ли, ну, что-то такое. На момент 2013 года осталось 3057 Нацгвардия, все. Это было планомерное разоружение Януковича? Да, я так думаю, это было планомерное разоружение Януковичем Донецкой области, потому что, знаешь, ну, на Западной это нормально, ну, части стоят там, как бы, ну, грубо там до 24-го пока вот это все стояли, части стояли, все это. Поэтому, а Збройні силы в этот момент, когда мы там движевали, они тоже где-то, мы пересекались много с кем. Я что так и познакомил, я в основном с морпехами, знаешь, пересекался. И потом, когда мы вот так движевали, я получил контузию, типа, ну, такую серьезную, плохо мне было, и меня там что-то на больничное отправили. А потом нам говорят, в общем, ребята, сейчас будут все становиться офицерами. То есть то, что вот так вот мы там движуем, без не пойми кто. Никто там не думал, БРки какие-то, еще что-то. Просто вот у нас был там... Ну и ни зарплат, ничего такого, ни обеспечения, все. Обеспечение едой обеспечивали, патронами и оружием, ну, грубо говоря, все. А я на то время разнакомился там с одним из командиров с морской пехоты, с 1-го батальона. И он говорит, погнали ко мне. Должность типа твоя соответствует, все нормально, а мы там с ними вот как раз работали над смежными теми, он так посмотрел, что я нормально себя, знаешь, типа зарекомендовал, он говорит, погнали, ну погнали. Отношения подписанное, я там через неделю поехал в Николаев, в Николаеве там неделю пожил на казарме, типа, и приехал уже обратно в сектор, все, как бы на то время уже все, морская пехота. Понеслось уже в морской пехоте служить вот до 19 года. То есть 5 лет, получается, ты в морской пехоте? Образно говоря, там, типа... В принципе, контракты у меня шли беспрерывно, не считая вот этого добровольческого промежутка. Но он как бы есть, типа, бумага, что я там, знаешь, непонятно чем не занимался, как бы, а все это. В составе морской пехоты, вот с 14 по 19, в каких операциях ты принимал участие? Был у нас, эти, знаешь, бесконечные бои за водяное под Мариуполем, которые... Это прям вот какой-то типа супер движ морской пехоты, особенно нашего батальона. Бесконечная карусель с этим водяным. С водяным, там с его территориями прилегающими, которые там выходы непонятно куда. Оно, знаешь, как бы поначалу там был экшен. Вот прям супер-супер экшен там, а это ж водяное, оно типа как бы не село, оно как вроде как дача, ну там жили люди, но в основном это дача, знаешь. Поначалу это был супер экшен, там стрельба, там с каждые там раз заходы там всяких ДРГ там со всех сторон, там еще что-то. Потом какой-то период был, это было ничего не делание, курорт, знаешь. Сидели там все, они там с той стороны, мы знали, где они сидели, мы всего заняли, все сидели. А потом опять экшен. И вот как местами бывал такой экшен, что там артою так прессовали. Я там спустился в подвал, целый день нас прессуют, я выхожу, а улицы нет, знаешь. Ну, типа, такой, где вещи? Значит, типа, где все. Говорят, ну, нет, ну, пошли там пацанам к соседям в другое место с ними сидеть, знаешь. Ну, так вот, типа. Ну, мы выходили, там что-то пытались работать, у нас там были секреты, СПшки всякие, мы там что-то движевали по-своему. Ездили под... ДАП, ну уже когда ДАП был все, там тоже
тоже, я же говорю, с морской пехотой и водяным это какая-то тема. Вот там тоже водяное, типа вода, и все. И мы вот ездили туда, тоже работали там по всяким направлениям разным. Ну, смотрели, грубо говоря, это же как фронт стабилизовался, вот этот ДАП разрушенный, да, типа, и они всегда пытались за него как-то вылезти в нашу сторону, а тут мы, и наша задача была, чтобы они туда не лезли. Оно же за эти года там, знаешь, чем дальше это шло от 14-го, тем больше этих непонятных минных заграждений, от которых карт ни у кого нет, никогда и не было, наверное, их в жизни. И вот оно все так шло, что потом в итоге дошло, надо куда-то сходить. Все такие, типа, ну и если... Не, это сейчас я смотрю, дроны вот эти все, Да, можно да. полетать. А тогда было вот, там выходят на те операции, там, что надо. Типа, идите, сходите, посмотрите. Вот это мой любимый приказ. Идите, посмотрите. И все, а ты выкупаешь, что это надо, типа, выйти, пройти какой-то там более сравнительно безопасный наш участок, а потом, чтобы там, куда они сказали посмотреть, это так надо по растяжкам, по посадке идти смотреть. Ты приходишь, там ничего нет, ты такой убедился и пришел обратно. То есть за вот этот момент с тобой могло случиться абсолютно все, что угодно, да. И это там при техническом обеспечении одним ночником и одним теплаком, и то есть он есть, все. Слушай, пришел Порох к власти. Как-то история на фронте в лучшую сторону изменилась при его, скажем так, лидерстве страны? Начала что-то там зарплата расти какая-то. Я, знаешь, когда в армии вот пока служил, и много кто, я не знаю, наверное, сейчас это вот повторяется у пацанов. Типа, когда ты служишь и активно там принимаешь участие, вот там ты занимаешься там работой, ты там, не знаю, назвать это воюешь, вот как-то язык не поворачивается, там, я не могу сказать. Воюешь звучит несерьезно, знаешь, вот когда ты человеку говоришь, да что ты там воюешь, но оно как-то несерьезно. Человек работает, он выполняет свои служебные обязанности, и это серьезнее, знаешь, рискует жизнью. И никто зарплату там не считает, знаешь, у меня были знакомые, у которых там дома жены, дети, они там, где зарплата? Он говорит, да я откуда знаю, знаешь, там зарплата пришла, ты такой, о, мне надо там подсумок, мне надо там новую обувь, мне надо то, потом у кого-то увидел там обвес на автомате, о, а что это такое, а что так можно, знаешь, типа можно. Смотришь, 0. Все, жена говорит, все, развод давай. Слушай, а вы же на тот момент, получается, в украинской армии были самой элитой. Наш батальон, первый отдельный феодосийский батальон морской пехоты, он считался, ну, он вообще есть самый старый, типа крымский батальон, еще до того, как там всякие бригады были, знаешь, типа береговой охраны, ну, образно говоря. Сейчас погонники 36-й бригады меня возненавидят, ну, буду сказать. Но все равно, я как истинный морпех скажу, что первый бат был самый старый и самый элитный, так скажем. Ну, по крайней мере, все, кто в него попадал, старались держать марку. То есть я не могу сказать, что мы там, знаешь, типа просто накручивались. У нас там что не учения, мы учимся, что не какие-то там соревнования, мы вылаживаемся. Нас отправляли там за границу очень много раз, мы там все показывали этот. Плюс операции вот эти там с 14-го там, ну возьмем там утухание 17-й год, у нас там в батальоне вообще минимум был по потерям. Ну, 5 человек или 6. Но при этом вы же не сидели где-то в тыловых Нет, там. всегда были ротации по году. Там вот на 16-й год, по-моему, там с 15 по 16 и чуть дальше. Там все, никаких ротаций, вот работаете. Несмотря ни на что, типа, и вот работали, как бы, и вот все. Командование за то, как я служил в батальоне, 4 комбата сменилось. А действия первого бата в Крыму в 2014 году, знаешь? Знаю, конечно, что там не знать. Ну, там тоже, видишь, часть предателей с ВМС тогдашнего, которые сказали пацанам там за неделю повытаскивать, типа, механизмы, знаешь, с автоматов, бойки там, вот это все. Сдать в оружейку, типа, в отдельные чемоданы, и эти чемоданы потом вывезли. И когда штурмовали казарму первого батальона, у них там были палки, двери, знаешь, там щиты там какие-то с фотками. Ну все, они там залетели на беттере, начали с пулеметов стрелять, типа, по казарме, ну, боевыми газовыми гранатами закидывать там туда-сюда, что. Вот когда они там какое-то сопротивление пытались, знаешь, ну, сам какое сопротивление, типа, вообще без ничего, ну, то есть вот максимально без ничего. И тогда там куча перебежчиков же было, ну, там, я не знаю, с батальона сколько, может, человек 200 вышло. На сторону. Ну, на материк, ну, получается. А все остальные остались.
Ну, там такие, типа, у меня там семья в Крыму, я крымский, вот эти, знаешь, такие разговоры. Типа, я вот с Крыма, хотя вот у меня лучший товарищ, один из моих лучших товарищей, с которым я служил, крымчане, и ничего им не помешало, типа, выйти и воевать, и воюют до сих пор за то, чтобы, знаешь, типа, в перспективе, там, вернуть Крым, там, вернуть свой дом. Там. Это из-за того, что постоянно было базирование и флота Черноморского и так далее, они между собой... Очень, да, ну там они переженились, знаешь, Мгм. перекум, брат, сват, вот это, я говорю, это вечная беда нашей, не только армии, наверное, нашей, так скажем, социума на данный момент, это кум, брат, сват. Типа вот эти все связи, они и приводят, знаешь, к там сливу данных. Слушай, ну а как же Еще что-то. присяга? Нет, это не работает. Много на кого это не работает. То есть я очень много знаю людей, которые вот так читают эту присягу. Ну и все. Ты у него потом спрашиваешь, что там было написано. Ну, такие дела. Просто прочитал. Типа, и все. Я говорю, ну а ты ж понимаешь, что это как бы не просто слова. Ну, что прочитал, мне главное, чтобы зарплата на карточку приходила. Типа, что я теперь военный, придется умереть. Ну как это придется умереть? Я говорю, ну ты ж, если там открыть твои обязанности, там обычного рядового, да, там нет в конце строчки, что ты должен выжить, типа, остаться живым. То есть любой из твоих вот этих обязанностей, которые ты должен выполнять, она может привести к смерти. Когда ты в 19 году закончил службу в морской пехоте? Ну да, я в 19 году такой думаю, короче, что делать, служу. Вроде все нормально, я не могу сказать, что служба прям стала какая-то плохая, знаешь. Я служил, тренировался, там до этого много ездил, типа меня отправляли учиться по заграницам, там разным, там Чехия, еще что-то, всякие там крутые были сборы, там еще что-то. Но оно все как-то планомерно шло к тому, что делать было нечего. То есть ты там, у тебя То есть есть вы уже участие не принимали в каких-то ротации боячках нам или... обещаны типа полгода. Вот это что, типа должна была наша там наш батальон ездить в ротацию там, грубо говоря, полгода через год там или через Мгм. полгода, вот так. Но оно все как-то так непонятно было, что ты там съездил на полгода в эту ротацию, а потом сидишь и сидишь, сидишь и сидишь. Тебя отправили на какой-нибудь Шерлан, да, условный, там, где вот так степи, палатки, и ты там сидишь. Вот вроде бы как и ты можешь там тренироваться, но оно, знаешь, типа людей, да, люди хотят там побыть после вот этих с женами, там еще Да, да. что-то, знаешь, не все же отчаянные там без семьи, без детей. Я приехал, я отучился в Чехии там на спецкурсе, типа я один ездил с Украины. Я приехал, мне дали вот такую кучу материала, я такой замотивированный, мне там флешки, видео, рассказали, как можно проводить подготовку, обучать людей там. Я приехал, залетаю, говорю, сейчас я такое буду делать, как научу, следующая ротация просто порвем вообще наглухо всех. А мне молодой офицер, который там условно приехал с академии какой-нибудь одесской, да, вот он на меня смотрит и говорит, хорошо. Говорит, а что у тебя там с журналами? Я так посмотрел, у тебя там столько всего пропущено, столько не заполнено, что ты догану хочешь или что? Я говорю, так подождите, ну какой? Вот сейчас я с журналом разберусь, надо людей, вот дайте мне надо то-то по матбазе, чтобы я мог начать уже с завтрашнего дня готовить. Он такой, не-не-не, ты пока вот это не сделаешь, потом мы с тобой поговорим. Я такой, все. Один день я уперся в это, второй день мне начали что-то за бирки рассказывать, третий день за то, что техника стоит не под ниточку, Мгм. потому что будет там какая-то проверка. Я такой думаю, а у меня как раз контракт подходил к концу. Такой думаю, да зачем оно мне надо? Ну, типа, я тут, знаете, ну, то есть, в меня, с одной стороны, логика такая, меня вложили деньги, отправили на этот курс. Я Да. там не опозорился, отучился, получил там хорошие оценки, все, приехал, чтобы передать этот опыт, а мне говорят технику подровняй или бирку приклей. Ты знаешь, есть такая тема у некоторых людей, когда тебя уговаривают постфактум, то есть человек не сразу посмотрел, что у тебя там до конца контракта там полгода, можно тебя как-то замотивировать, а уже просто говорит, типа, будешь еще? Нет, а что? Действительно, что бы? Типа, ну и все, я уволился. Ну, поначалу у меня вообще плана не было, что я буду. У меня были сбережения, там определенные я насобирал денег. Плюс я знал, что мне будет на бирже платить там Мгм. какое-то время. Ну и этого мне хватит, чтобы что-то придумать в своей жизни. Я вышел на гражданку, приехал домой, у меня как бы я уже модный, квартира там своя в Мариуполе, знаешь, такой типа, я завидный жених, только машины не было. Начал там что-то в квартире суетиться, отдыхал. Ну, грубо говоря, от армейской жизни, знаешь, когда ты там плюс-минус с там 13-го, ну, с 10-го года, да, срочка, там все, и погнал. Ты там в армии, а тут ты такой сам себе предоставлен, никто тебе не говорит, что куда делать, там, знаешь, надо построение ждать, там, или еще что-то. Это. Ходишь там всегда и ходишь. Я, ну, начал в зал ходить, типа, восстанавливать здоровье, там, пытаться что-то делать, зубы ремонтировать, там, такое. Ну, и начал уже думать, чем заниматься, как бы, 19-й год шел, я такой, типа,
бизнес там какой-то свой открывать. Но с меня такой бизнесмен, ну, как видишь, никакой, типа, думаю, потом думаю, надо идти, типа, в IT-сферу, знаешь, типа, учиться, чему-то, вот, абы чему, но уже что-то, знаешь, потому что смотрю, тенденция такая, что скоро, типа, такие, там, боевики, знаешь, типа, как я, там, нафиг никому не нужен, ну, типа, это до 24-го у меня такие размышления были, это надо как-то зарабатывать интеллектуально, потому что не всю жизнь ты будешь бегать, типа, спина-то там не та и колени, знаешь, типа, ты там пробегал срочную там службу, морскую пехоту, все это физо вроде там кажется, что нормально, а потом как бы... Слушай, а не думал по классике пойти там в личку куда-то работать еще? То есть не было такого? Личка, были предложения, но в моем круге не было таких супер знакомств, которые мне могли, вот там личка, знаешь, там $1000, это я слышал, были такие, и все, иди работай. Не получалось у меня такие выходы. А там, где предлагали, там была такая же зарплата, которую, в принципе, я мог и, знаешь, там, сидя на бирже, мне выплатили, пока я там работаю еще, ну, или там, этот. Плюс вот этот охрана, типа, непонятных людей, ну, я не знаю, там кто-то ж кого-то охранял, там каких-то преступников, знаешь, или еще там каких-то мутных. Типа я на такое не подписывался никогда, потому что знал, что, ну, как вот охрана Кивы, знаешь, личка Да. какая-то. Вот, ну, подпишись на такое, что потом, ну, типа. А потом 20-й год уже начался. Я такой думаю, блин, сбережения все? Заканчиваются. Да, сбережения все. Государство говорит, друг, ну ты вот молодец, все это время послужил, мы у тебя на бирже платили, а теперь будь добр, иди работай. Хорош? Вот, я что-то потыкался. Думаю, надо пойти поработать. У меня был уже выстроен план, как мне зайти типа в сферу IT. У меня там рядом возле дома была академия айтишная, где там обучали вот прям таких, знаешь, как я. Я думаю, так, чтобы мне туда надо учиться, значит, мне надо там не работать еще год. Значит, мне надо какое-то время поработать, чтобы заработать денег, знаешь, типа, что мне холостяк, самого себя содержать там много не надо, гречка, там, курица, спортзал, все, типа, Red Bull. Вот это весь рацион, типа. И мне как-то я так что-то начал работу искать, а вот нет ничего, знаешь. Вот я ищу работу, а как, наверное, ты еще знаешь такой армейский магнетизм, ты начинаешь искать работу и упираешься в армию. Типа ты там, так, работа в Мариуполе, тебе первая ссылка сразу. Служба в Азове. Такой, блин, дальше, типа, пролистываешь там, служба в 3057, да что ж такое, еще пролистываешь там, погранотряд, типа, да нет, ну, я не хочу. Ну, в общем, ты нормально акклиматизировался после там срока службы в армии и уже хотел нормальной, просто спокойной жизни. Ну да, знаешь, как бы плюс как бы хотелось время там себе уделить, там, я понял, что ты вот так с армии выходишь, и тебе сложно общаться с гражданскими. Ну, типа, шутки какие-то дебильные армейские, знаешь, ты там шутишь, а люди на тебя смотрят, типа, Не понимаю. Ты шо, это неприлично, знаешь, что ты такое говоришь, типа, черный юмор, то вообще, знаешь, когда там начинаешь угорать, как бы там твой погибший армейский товарищ какой бы финт сделал, или там, что он там в Вальгалле как себя орёт, люди смотрят, типа, как не знаю, что такое а Вальхалла. как ты можешь над этим шутить, типа, я говорю, ну а что, типа, что мне, как раз как товарища вспоминать, плакать или что, типа, я был бы не против, все про меня шутили, ну, то есть, в принципе, то есть, а что, ну, я же знаю это. Отношений тоже никаких не получалось строить, там, знаешь, с девушками знакомишься, я там скрывал вообще, что я где-то служил. У меня одно время инста была почищенная под ноль, у меня там, типа, 3 фотки в рубашках, знаешь, типа, и всё. И там, не дай бог, скажешь, что ты в армии служил куча лет, сразу черный список, пока никаких, не-не-не, это нам не надо, типа. В 2020 году мне звонят, и я помню, сплю, мне звонят с одной очень прекрасной службы. Говорят, не хочешь ли ты у нас послужить? У нас тут новая зарплата, и служба новенькая такая, типа, будешь. Я говорю, готов, готов служить, хорошо. Какое-то военное формирование? Ну, государственная, типа, государственная структура, так называемая, свежесформированная. Я пошел туда. Они себя позиционировали изначально как супер, все у них и подготовка, и как и у военных, и как и у полиции, и все у тебя будет, дадим тебе все, что хочешь, будешь учить людей, ты там, я ж там принес сразу свои там послужной список, грамоты, тренинги там все, все да, эти. все, вот такую пачку принес, они там посмотрели, да, молодец, классный пацан, все, да, давай. Там проходит 2 месяца, и мы там охранники АТБ, знаешь, сидим. Я говорю, да, оружие хоть дадите? Нет. Зачем вам оружие? Вы же в друг друга стрелять начнете. Я говорю, классных людей набрали.
И все. Ну, как бы, мне грех жаловаться. Мне зарплата для Мариуполя там что-то в районе 16 тысяч капала. Это хорошие деньги. Хорошие деньги, плюс я ж не снимал жилье. Ну да. Все, как бы. Капало, я особо не могу сказать, что я там напрягался. Но параллельно я и, можно так сказать, ржавел. Ну, то есть все военные навыки, ну, знаешь, когда ты бездельничаешь. Не практикуешь, не Да, тренируешься. тебе начинает становиться впаду, лень начинает тебя побеждать. Как бы и все. И ты такой, типа, ну, а плюс своего ж оружия не было, там ничего не. Я как-то и покупать не стремился особо. И вот так вот 20-21 год, ну, с 20 там по 21 вот так я там просидел. Что-то, ну, зарплата капала, я там сделал там частично ремонт в квартире. Ну, такой, знаешь, типа, как ты говоришь, вот осел, уже начал заниматься своей квартирой, типа такой семьянин, но только без семьи. Да. Знаешь, типа, начал там планировать что-то, там купил себе там Xbox, там все, короче, там завел кота, все как положено. Снаряга моя вот эта армейская лежала так себе. Потом где-то в 21 году мы так собрались с пацанами там с Мариуполя, кто там ветераны, еще что-то пацаны говорят. Ну, тоже так, кто поуходил, знаешь, говорят, что время такое какое-то странное, надо начинать тренироваться. Типа, есть там у нас место, полигон, типа, где можно уезжать туда стрелять, оружие будем где-то искать, ну, владельцев каких-то, кто там знает, типа, патроны будем, соответственно, покупать за свои деньги. И будем ездить тренироваться, надо что-то делать. И мы такие, ну да, окей. И у нас начали мы вот так, типа, по выходным, потому что все там, кто где работает, кто в тех же структурах, по выходным мы начали в субботу-воскресенье собираться там на полигоне и тренировать там. Начиналось с азов, знаешь, там базовая подготовка, хоть все и умели, но это ж, типа, она никуда не девается. Вот так стреляли, потом к нам начали люди еще подтягиваться, еще там ветераны, потом про нас, а это ж типа Мариуполь, а водяное, вот, которое рядом с Мариуполем, оно никуда не делается, там как была линия фронта, она так там и была. И туда часто приезжали всякие, назовем их спецназы, да, уважаемые люди с очень большим опытом, которые И мы с ними выходили на связь, там много. И они приезжали параллельно того, что если они там рядом были, они приезжали, нас тренировали. Типа, субботу-воскресенье, как бы, когда получалось. У нас потом, когда мы уже их подключили, у нас началась, кроме обычной стрельбы, там всякие приколы, работа группами, там, типа, подготовка там минно-саперная, там еще всякое разное. Ну, в общем, они молодцы, они нас тогда, типа, приезжали, они нам давали, как бы, оружие, типа, пострелять. Потом это, я так понял, стало официальной программой, типа не ТРО, а как-то оно по-другому называлось. Во всех городах такое было. Ну, типа, ТФТГ какое-то, ну, там что-то такое. что-то типа того. Во всех городах такое было, типа вот ополчение, там, или оборона, что-то такое, типа, готовилось. Ну, и вот так мы тренировались. Плюс я так что-то начал давать на физуху больше, типа, как-то. Ну, ты знаешь, как я не могу По сказать, чуть-чуть привел себе форму. Да, я не могу сказать, что я так вот прям все, будет война, я должен там этот, ну, как бы, я видел, что, типа, дела хреновые обстоят с вот этими Минсками, там, всякие вот эти вот. Ну, как бы, что делать, типа, и вот так он тренировался, и, грубо говоря, на 22 год, да, типа, я был, считаю, как военный, я был в своей лучшей форме. Ну, то есть я был и физически хорошо подготовлен, и стрельба у меня была на уровне, там все маневры как бы уже были отскакивали от зубов только так, ну, то есть там я такой, фу, классно. И тут классно просто в один прекрасный момент некий президент, если его можно так назвать, делает это заявление, что эти областя теперь... Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Прошу Федеральное собрание Российской Федерации поддержать это решение, а затем и ратифицировать. Ну и тут уже, знаешь, обратный отчет. Есть такое... Был план действий у тебя? План действий, ну, не знаю, там, запикать, не запикать, это как 24/7 после того, как он это... Я вот такой, типа, думаю, ну ладно, пора, наверное, еще раз сделать ревизию снаряжения, что у меня дома есть. Я как бы насобиралась за эти года, там, собрать тревожный чемоданчик, все пособирать. Сразу же начали телефоны, мессенджеры. Ну, кто военный, тот уже понимал, что это все дело вот ведет к очень жести какой-то. Я вот так, знаешь, на несколько дней, вот с того момента, когда он они так прошли, как в тумане. Я помню, что я приходил с работы домой. На работе нам все говорили, да что ты, ну, мне... Типа, что ты со своей войной? Ничего не будет. Ну, сейчас поговорят, типа, ну и все. Слушай, а реально была такая атмосфера в городе, что никто там не ожидал, и все успокаивали? Да. Или это просто была, вот знаешь, в стиле Януковича тема с Крымом?
Не, и с разоружением армии. Ну, откуда такое спокойствие у людей, уверенность о том, что ничего не будет, когда уже есть... Конкретно в Мариуполе было из-за 2015 года, из-за того, что обстреляли градами в январе месяце. Обстреляли градами, еще там какие-то прилеты были, арты, и тогда ж под городом остановили, это ж типа была подготовка к наступлению, не получилось у них тогда ничего. И люди такие, все, ну типа прошел 15-й год, все отремонтировали, все четко, и ничего дальше не произошло. И они такие думали, что и сейчас, знаешь, вот то же самое будет. Что... Ну, все равно же было Широкино, было Водяное, там же... Для больших даже жителей того же Восточного, от которых там с 9-го этажа смотришь, и где-то там Водяное видно, знаешь, это типа не больше, чем вот там стреляют. Всё. Ну, то есть все, знаешь, типа в каком-то таком пузыре жили, вот это отрицание, когда, знаешь, ты знаешь, что что-то случится плохое, но ты это отрицаешь. То есть тебе сложно это принять. Ну как это так? Какая война там 21-й, как что такое? Ну постреляют, было же уже такое. Постреляли, успокоились, разбежали, знаешь. Это вот частая фраза, которую типа можно было услышать. И люди так очень много кто так, ничего не будет, что много кто верил, знаешь, в то, что типа у нас типа силы и средства наши справятся. Что много кто был в том, что, ну да, типа, скорее всего, что будут бомбить город, но все нормально будет. Ну, типа, в масштабах таких, типа, что это будет все нормально. И вот эти вот там несколько дней я такой думал, собрал всю снарягу, приготовил уже, дома там поубирал всю квартиру, типа, знаешь, навел порядок, все четко. Сидел, и уже такой какой-то день, я думаю, начал, может и правда ничего не будет, знаешь. Ну, типа, это был короткий период, там где-то 2 недели, я помню, да потом неделя, что-то такое. Ну да, что-то такое. И потом ушло. добрый вечер. Да, я же говорю, все дни как-то прошел, я помню, что я ходил, ну типа, у меня стандартный режим был. Я, кстати, помню, вот уже конкретное подтверждение, это когда Штаты попросили покинуть этот самый и своих представителей всех, и свое население. Вот этот, и был еще подтверждением, когда... Там по новостям, я не помню, проскочил, я помню, что мне набирает человек и говорит, освободили всех госпиталя, типа на линиях разговора, ну типа на границе, типа всех раненых, не раненых, там больных, не больных, всех нахер выгоняли. Ну, а все, открывая военную книжку, все мы знаем, что инженерка и медицина, если она появляется где-то, то уже все, ну то есть тут уже все. Что-то будет. Да. Спасибо тебе большое. Да нет, за что.